Всем привет! Недавно наткнулась на интересное размышление о том, что такое сейчас полноценная работа, а что такое скетч или набросок, или просто какая-то недоделанная или сделанная работа. В общем, размышления на эту тему. И мне стало интересно, потому что, в принципе, именно в этом плане у меня уникальный опыт, так как у меня был большой перерыв, 10 лет практически. И получилось так, что училась я в очень традиционном укладе рисовальном, академическом, в традиционных таких заведениях, где чтили как раз-таки академизм и такое классическое вообще обучение. И понятия все, которые в меня вкладывали, они достаточно такие привычные раньше были. Когда я сейчас вернулась, я поняла, что вообще все поменялось. Мне, конечно, очень нравятся эти изменения, я их очень давно ждала, поэтому, в общем, хочу поделиться своими размышлениями на эту тему. Так вот, что было до того, как я бросила, собственно говоря, рисовать? Было то, что, я училась и в художественной школе, и в художественном училище, и полноценной работой считалась работа, которая, во-первых, выполнена желательно маслом, либо темперой, и которую вы делаете до слез, очень долго, все проработанное, все максимально при этом живописное остается, живое. В общем, то, что вы делаете месяцами, а можно и годами. В общем, то, что вы уже не можете видеть, потому что вы это уже столько видели, что вы уже ненавидите эту работу. Это считалось полноценной работой, а все вот эти почеркушки, все какие-то эскизики, все, что графика еще так себе, но если вы не Рембрандт, то, в принципе, зачем вам графика? И все вот эти акварельки, это тоже как-то, считалось не очень как-то, не очень. И поэтому, если, ваши акварельки, всякие такие зарисовки становились чем-то полноценным, если это было дополнение к большой серьезной работе, то есть если это наброски и эскизы к большой работе. Такое часто, кстати, практикуется, если там особенно много людей или каких-то предметов, художники заранее какие-то делают такие набросочки для того, чтобы скомпоновать, для того, чтобы понять, как это все строится, как все это будет функционировать на холсте на финальном. То есть я, конечно, ничего не имею против таких картин, но у меня лично с ними всегда были проблемы, потому что я не очень люблю прорабатывать прям вот не до фотографического, а до академического такого реализма. Я не очень это люблю, никогда не любила. Бывают такие люди. Кому-то нравится, кому-то не нравятся такие вещи. При том, что нам почему-то всегда в эпоху Возрождения все там просто, все мышцы были, все складочки были, и вы так должны. Вот почему-то я не знаю, почему мои преподаватели, не все, конечно, были потрясающие преподаватели, которые как бы показывали работы и других художников, и показывали о том, что там всякие импрессионисты, постимпрессионисты, они вообще не заморачивались над этим. Да и многие перед этим тоже художников много, которые передавали чувство, форму абсолютно крупными мазками, то есть не прорабатывая вот так вот до слез все эти моменты, при том, что, почему-то многих заклинило именно на Возрождении, на античности, скорее всего, из-за того, что оттуда как раз идет тот самый махровый академизм, на котором многие продолжают учиться. Я тоже против него ничего не имею, но такое прям слепое ему исследование я тоже не особо приветствую. И, кстати, по поводу Возрождения, сейчас очень много уже есть доказательств того, что художники использовали зеркала, стекла, линзы, то есть они переносили практически фотографически за счет того, что проецировали на свою картину. В общем, у них были свои примочечки, которые позволяли им делать такую детализацию. Конечно, это не умаляет абсолютно никаких достоинств, но у них тоже были свои секретики, которые им позволяли так рисовать. Потому что в какой-то момент стало неинтересно так рисовать. Начали рисовать впечатления, эмоции, цвета, передавать какое-то настроение и так далее. Но почему-то академисты не особо как-то... Они это все признают, восхищаются, рассказывают, но почему-то ученикам не позволяют, чтобы они так делали. Так что, в общем, я выросла в той
атмосфере, что, в общем, полноценка — это что-то такое выстраданное месяцами, годами, что очень-очень сильно проработано. Все остальное — это как бы тлен, это все неинтересно, это где-то там хранится в папочках позорненько. И когда я вернулась, сейчас я поняла, что любая потекушка, любая акварелька — это может быть законченная работа, если так решит художник, если так решит автор. Если он решил, что вот так вот мишки будут проработаны минимально, то так оно и будет. И найдутся люди, которым это понравится. И это прекрасно, это замечательно, что не нужно очень долго и нудно все это вырисовывать. Мне, кстати, недавно попалась книга «Ни дня без кисти», где художница рассказывает о том, что вот она долго страдала над полотнами, у нее ничего не получалось, а потом она решила рисовать каждый день, но очень маленькие картинки. И ее так это захватило, ей это так понравилось, что можно вот за один день сразу получить готовый результат. И там были примеры, и правда достаточно такие простые, но очень сочные, живые, такие небольшие картинки. Они их начали, кстати, продавать, она там еще несколько художников, есть определенный сайт, вот, и они все продают такие вот небольшие работы, и они не проработаны настолько, они проработаны настолько, насколько хочет художник. И это прекрасно, это замечательно, и поэтому сейчас как бы есть вот эта мода на скетчбуке, хотя в скетчбуках там такие арты, работы, которые сумасшедшие, которые скетчами уже точно не назовешь. И, в принципе, скетч — это уже больше не сама по себе работа, как бы определение ее степени проработанности, а просто техника, то есть такая легкая, определенными какими-то материалами, которая передает именно форму, характер, без каких-то лишних деталей, иногда может немножко утрировать это все дело. Поэтому и скетчи могут быть полноценной работой, потому что у многих скетчи очень живые, интересные, я бы с удовольствием некоторые повесила на стену. И это никто не отменяет, тем более, что сейчас еще мода на интерьерные картины, которые абсолютно абстрактные, они потрясающе интересные, с какими-то пятнами, большими цветами, или сейчас делают этими чернилами спиртовыми, тоже выдувают какие-то картины. И это тоже считается уже полноценная работа. Да, они не работали над ней годами. Она там создавалась час-два, но это полноценная работа. И я рада жить в таком мире, где уже все стало полноценной работой. То есть та степень, она, вот, повторюсь, определяется только автором. Полноценная работа. Раньше это была выстраданная годами, но красивая, конечно, скорее всего, написанная маслом, а все остальное это было, так, это был удел великих мастеров больше, а не каких-то студентов. Сейчас же полноценка и скетч, они соединились вместе, они дополняют друг друга, они подчеркивают друг друга, они переливаются друг в друга. И, в общем, это прекрасно, замечательно. И я рада была поделиться своим мнением. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.